Dota 2. Я полагаю, эта игра не нуждается в особом представлении. Многие из вас наслышаны об этой игре, о комьюнити этой игры. Бля, чтоб вас, сука, выебал бомж нахуй со спидом. Возможно, вы играли или, прости господи, играете по сей день в это произведение искусства от компании Valve. Мое знакомство с этим геймом было еще в далеком 2015 году, когда Dota была на пике своей популярности. Однако игровой опыт был весьма и весьма непродолжительным, от слова совсем. Мне хватило и пары каток, чтобы понять и сказать моим друзьям: ребята, я не говноед, а потому оставляю вас. Чего, хуё, блядь? Dota была удалена, и такое положение дел и оставалось вплоть до 2024 года, пока моя подруга не начала играть на моем ноутбуке в Доту. И как-то одним вечерком, после того, как она наигралась, я, значит, уселся на свою табуретку, сижу такой перед монитором, там открыта страница Доты, и вот значок играть уже горит. Ну, думаю, дай-ка загляну одним глазком, гляну, чтобы точно убедиться в том, что игра параша. Не лезь, блядь, дебил, сука ебаный. И вот плавно мы подобрались к первому запуску игры. Что же увидит новичок впервые, как зайдет в доту? А увидит он излишне нагруженный интерфейс. Если быть откровенным, то из всего, что здесь пригодится новичку, это две кнопки: раздел обучения и кнопка играть. Хотя по факту раздел обучения, дай бог, на 15% выполняет свою задачу. А так обычно его стараются пройти исключительно для того, чтобы залутать осколки. Ныне местная валюта, за которую ты можешь покупать скины. Валюту можно добывать разными способами: выполнять квесты, прокачивать уровень героя или выполнять клановые активности. Ах да, что насчет квестов? Квесты доступны только тем, кто оформил подписку Dota+. Ну или вы новый игрок и у вас бесплатная подписка на 2 месяца. А остальные нищуки, которые не продлили подписку, будут довольствоваться ничем. Итак, новичок, который решил занырнуть в колодец с говном, первое, что он увидит, это множество бесполезных вкладок. Начнем с раздела героя. Название говорит само за себя. Здесь показаны все имеющиеся персонажи в игре. Вы можете выбрать героя из списка, нажать на него и ознакомиться с описанием скиллов, дальности атаки, скорости передвижения и так далее. Раздел «Арсенал» может смутить молодого дотера тем, что это не арсенал, а магазин. Да не просто магазин, здесь буквально можно купить все, от скинов с контейнерами до визуала самой карты, а также эффекты для этой карты, стикеры, граффити, статуэтки, фразы, скины на башни, трон. Раздел просмотра вообще не должен быть интересен кому-либо, так как показаны там исключительно текущие турниры и разного рода киберкотлетная херня. Наконец-то мы добрались до раздела «База знаний». Когда мы только вылупляемся в меню, игра тебе не сильно намекает, что тебе нужно туда зайти, ведь если ты туда зайдешь сразу, то ты можешь пропустить самые важные разделы, такие как арсенал. В данном разделе представлено так называемое обучение. Обучение, конечно, громко сказано, хотя чему-то оно обучает, наверное, тому, что игре на новичка поеб... Если вы, как и я, впервые погрузились в доту, то я настоятельно вам рекомендую зайти сразу сюда. Банально для того, чтобы полутать здесь разного рода награды и более или менее освоиться в игре. Залезь нахуй обратно, блядь. В большинстве мультиплеерных играх присутствуют рейтинговые матчи. Это явление, естественно, не могло обойти и доту, однако в этой игре ранкед настолько искажен и вывернут наизнанку, что если вы на полном серьезе решили добиться ранга божество, местное высшее звание, то вы либо больной на голову, или у вас фетиш на то, как вас унижают. И я сейчас не про ваших оппонентов, а про саму ранговую систему в целом. И начнем мы с самого первого. Представим, что вас позвал ваш дружбан, который играет в доту с 2015 года. У него, естественно, там уже 1 или 2000 часов, а вы, как молодой и еще пока здоровый человек, заходите и видите следующую надпись.
Для того, чтобы играть в рейтинг, вам необходимо отыграть 100 часов в обычном режиме. Вы, конечно, можете возразить, сказать, что мне эти рейтинговые игры вообще не интересны, я играю для своего удовольствия, и всякие пиксели и титулы в виртуальном мире меня не интересуют. Отчасти я разделяю такое мнение, но в любом случае, рано или поздно вам надоест просто так играть. Вам захочется добавить немного азарта в вашу игру. Однако планка в 100 часов сильно завышена. Вам, чтобы выбить эти 100 часов, придется ночевать в игре целую неделю. А если вы нормальный человек и играете не только в доту, то это может растянуться и вовсе на 1,5 месяца. Правильнее будет установить планку в 50 часов. Если на то пошло, то почти в большинстве игр достаточно будет 50 часов, чтобы освоить азы. Тот же Apex, Rainbow Six Siege, да господи, Counter-Strike. Вопрос, зачем здесь установлена эта планка в 100 часов? Если замысел был такой, что игрок как раз таки за 100 часов научится хотя бы играть... Блять, он не научится играть за 100 часов. Я встречал игроков, которые и на 1000 часов ничего сделать не могут. Вам как попадались овощи в обычке, так они и будут в рейтинге попадаться. Правила игры здесь сильно не изменятся, поэтому смысл этой планки в 100 часов близится к абсолютному нулю. А когда вам наконец-то откроют доступ в рейтинг, то вы непременно столкнетесь с тем, что против вас могут кинуть животное, которое сидит в этой игре с момента запуска серверов Dota 2. И это существо задрочило персонажей на 16 и 18 уровень. Когда такое происходит, возникает лишь один вопрос. А что он делает на рекруте? Вопрос риторический. Разбирать ущербность ранговой системы в играх Valve, я думаю, не имеет смысла. Самым ярким кандидатом тут будет, естественно, Counter-Strike Global Offensive, ныне Counter-Strike 2, с его непонятной системой, где тебе не показывают, сколько у тебя ММР или очков ранга. То есть формально тебе показывают ранг, однако сколько тебе до следующего повышения, ебать тебя не должно. С дотой, конечно, ситуация получше, здесь хотя бы система ММР прозрачной является, то есть ты видишь, сколько получил за победу и сколько сняли за поражение. Но, тем не менее, я вам категорически не рекомендую относиться к ранкеду серьезно. Играйте в свое удовольствие и будет вам счастье. Вероятно, вы, как и я, представляли доту примерно как-то так. Первый скилл и третий, первый скилл. Первый скилл и третий, блядь! Первый! От счастья это, конечно, по-прежнему так, но за небольшим исключением. Теперь в игре присутствует система репутации. Если ты агрессивное животное, которое завывает в voice-чате, то твоя репутация непременно будет опускаться. И впоследствии уже самого тебя лишат возможности использовать voice-чат. Данная система достаточно проста. Мы имеем шкалу репутации от 0 до 10 тысяч, в которой новичок стартует с отметки 7000. И впоследствии с каждой 15-й игрой вам будут корректировать репутацию. Если вы словили много дизлайков и репортов, то вам ее понизят, а если вы, как и я, были добропорядочным игроком, то вам ее будут повышать. Благодаря этой системе встретить агрессивного скуфа становится чуточку труднее. На моем личном опыте за 170 часов я крайне редко сталкивался с такими индивидами. За некоторым исключением мне попадались умники, которые знают, как нужно правильно играть. И вообще, они недооцененные киберспортсмены. Правда, они играют на ранге рекрут с 350 ММР, но неважно. Киберспортсмены. Рядовой додик, скорее всего, будет вам спамить метками и что-то написывать в чате, что в принципе не критично и особо не напрягает, а по сути его можно просто замутить. В целом то же самое можно сделать и с додиком, который орет в микрофон. Ну, это уже ладно, пускай воняет, я хотя бы контент для вас наснимаю. Ну и вот, разобравшись с основой основ, мы можем смело перейти к геймплейной части в этой прекрасной игре.
Человек, ранее не игравший в игры подобного плана, попав сюда впервые, сталкивается с тем, что здесь просто ничего не понятно. Никто тебе ничего не будет объяснять, а самое смешное, что пока ты разбираешься, что тебе купить и что прокачать, в это время твои враги уже крушат крипов и качают свой уровень. А здесь как бы и так баланса почти нет, и если ты отстаешь по уровню от своих врагов, то тебя и твою команду не ждет ничего хорошего. Если кто вдруг не знает, суть игры здесь достаточно простая. Необходимо уничтожить вражеский трон. Для того, чтобы у вас все получилось, вам нужно прокачать вашего героя. Прокачка здесь заключается в примитивном закликивании противников и иногда использовании ваших скиллов. В игре существует несколько вариантов добычи этого самого опыта для прокачки. Вариант первый – это убивать крипов. Они же солдаты, которые спавнятся у казарм и идут по линии. Вариант второй – участвовать в битвах с вражескими героями, ведь после их смерти, вне зависимости от того, вы убили или ваш напарник, опыт разделится на вас двоих, троих или сколько вас там было. Вариант третий – бегать по местам спавна лесных мобов и убивать их, то есть фармить лес. По сути, это то же самое, что убивать крипов, но они бывают значительно сильнее, чем обычные крипы. И логичнее, награда за них тоже выше. И последний вариант – собирать кристаллы опыта, которые располагаются в двух местах на карте. А далее ваша задача уничтожить башни на одной или всех линиях и добраться до базы противника, а впоследствии уничтожить трон, после чего логично игра завершится. Для новичка основная трудность – это незнание, какого героя лучше взять. Далее уже идут всякие мелочи по типу что купить и куда пойти. Можно, конечно... Еще можно упомянуть управление. Если вам, как и мне, комфортнее управлять клавишами VSD, нежели мышкой, то советую переназначить клавиши скиллов на Q, 2, 3, 4, R, а на VSD назначить перемещение камеры. После не столь сложной манипуляции играть стало в разы проще. Также я бы вам не советовал во всем полагаться на рекомендации Dota+, потому как даже опытные ребята все как один говорят, что предложенные там предметы далеко не всегда хороши. Лучше будет использовать Dota+, как ориентир, какие предметы взять на выбранного вами персонажа, а отдельно самому вычитывать и решать, что вам лучше взять в данный момент. И главный вопрос, стоит ли начинать играть в Доту в 2024 году. Думаю, для начала стоит провести краткий анализ самой игры, а в конце подытожить. Дота вышла в 2013 году, а то есть игре уже исполнилось более 10 лет. Очевидно, что за столь долгий промежуток времени игроки успели вдоль и поперек изучить игру. Абсолютно каждый камушек и каждый баг известен. Есть множество гайдеров, которые вам расскажут, как играть и на каком персонаже. И я не хочу сказать, что гайды это плохо, я веду к тому, что когда игра вышла, то подавляющее большинство игроков будут совершать ошибки и учиться вместе с вами. Грубо говоря, вы будете плюс-минус на равных. А когда игре уже стукнуло 10 лет и на ютубе сняли уже все возможные гайды и лайфхаки, то даже условный новичок будет не такой уж и легкой добычей. Это если не говорить о смурфах, которые поголовно чуть ли не на каждом новом аккаунте сидят. Вдобавок не стоит забывать, что онлайн доты в основном держится на постоянных игроках, которые провели в игре не 100 часов, а скорее не 1000. Об этой проблеме говорят даже сами киберспортсмены. Некий Ярослав Кузнецов, он же сокращенно НС, он же является киберкотлетой. А если уже киберкотлеты о подобном говорят, то очевидно, что проблема имеется. Итак, что у нас получается в итоге? У игры серьезные проблемы с притоком новых игроков. Эта проблема во многом является вытекающей от второй проблемы. Проблема номер 2. В игре максимально токсичная комьюнити. Если вы себе только позволите сделать ошибку, то условный скуф по имени Леха после смены на заводе смешает вас с говном, потому что какого хера ты себе позволил совершить ошибку? Ты должен в одно рыло на линии сделать минус 40 до 20 минуты. А если ты еще и не прокачаешься до 30 уровня на 15, то ты даже не достоин заходить в эту игру. Сиди, играй в свой Майнкрафт и не залезай сюда даже.
Вот так и получается, что условный новичок, попав сюда впервые, столкнется с жестким хейтом в свою сторону. И ему никто ничего не объяснит и не расскажет. Его смешают с дерьмом и скажут, чтобы он шел играл с ботами. Во многом комьюнити и является отталкивающим фактором для притока новичков. Проблема номер 3. За игрой закрепился статус, что в нее играют, недалекие люди. Не в смысле, что они близко, а в смысле, что здесь сидят маргинальные, неуравновешенные, во многом любящие бахнуть охоты крепкой люди. Конечно, это не большинство, но это, скажем так, масса является самой крикливой, и из-за этого о них наслышаны все. Проблема 4. Игра старая. Об этом я уже говорил ранее. Старой игре банально трудно чем-то удивить бывалого игрока, а заинтересовать новичка за 10 лет смешно. Все, кому было интересно, уже успели заинтересоваться и поиграть. Сейчас же есть небольшой приток людей, но этот приток не в состоянии создать целую прослойку, чтобы новички постоянно играли против таких же новичков. Подытожим. Учитывая вышесказанные проблемы, учитывая то, что я высказывал просто в видосе, учитывая все это, если вы реально до сих пор заинтересованы попробовать поиграть в эту игру, то мой вам совет. Относиться серьезно к рейтингу, да и в целом к игре не рекомендую. Повторюсь еще раз, играйте в свое удовольствие и будет вам счастье. Тратить свои нервы на это, это максимально глупо. Друзья, и хочется в конце добавить, я больше никогда, повторяю, никогда не зайду в это дерьмо. О, Макс, сам с собой что ли разговариваешь? Не хочешь доту каточку? Подожди, я сценарий озвучиваю для видео. Сейчас буквально пару секунд, подожди. На этом мы завершаем это видео. Всех целую, всех люблю. Увидимся в новых видео. Блять, подожди, сейчас я... В смысле, блядь, подожди? Подожди. Сейчас ебану. Мне, блядь, по сценарию, подожди. Бля, ну ебаный твой рот. Можешь подрелить попозже, пожалуйста.